Привет! Почти каждое второе сообщение у меня в директе связано вот с этими работами. Сегодня расскажу, что это такое. Это втирки для маникюра, ведь как давно я это не произносила, все, что есть для дизайна ногтей, можно использовать в абсолютно любом виде творчества. Но для начала нам понадобится смола. И я решила на этот раз попробовать смолу My Epoxy Pro. Здесь есть стаканчики для смешивания, перчатки. Если у вас мало опыта в работе со смолой, обязательно используйте перчатки. И инструкция. Смешивается эта смола в пропорции 1 к 2. Массовые части, о которых говорится в инструкции, это либо миллилитры, либо граммы. Заливать буду сегодня трискелионы. Если вы, увидев это, подумали о спиннере, бегом смотреть мое видео «Трискелион — это не спиннер», и только посмотрев это видео, возвращайтесь сюда. Там, кстати, я использую эту же силиконовую форму в кулинарных целях. И теперь я решила залить ее смолой, но после этого использовать с едой эту форму уже будет нельзя. Я и не планирую. Просто хочу до вас донести, что те формы, которые вы используете на кухне, вы потом можете использовать со смолой. Но назад для этих форм на кухню пути уже нету. Если хоть раз использовали со смолой, все, теперь только заливать эпоксидкой. Итак, приступаем к смоле. Стаканчики для смешивания из набора для этого проекта мне очень маленькие, поэтому я для смешивания беру свой силиконовый стаканчик. Так, батарейка села. Вот, теперь нормально. Я наливаю только компонент А, то есть саму смолу, и теперь опускаю ее в горячую воду на некоторое время. Смола немного нагреется и будет очень легко выводить из себя пузыри и чуть быстрее затвердеет. Но так как я еще не смешала ее с отвердителем, реакция отвердения еще не началась. И спустя минут 5 можно продолжать работать. Я, кстати, думала, что все эти водяные бани для смолы — это очень большой гемор. Оказалось, ничего такого. Добавляю отвердитель и хорошо перемешиваю. Вообще, надо было потом перелить это в другую емкость и еще раз перемешать, но я забыла это сделать и сразу стала заливать форму. Заливаю примерно 5 мм в высоту. Такие капельки, кстати, тоже бывают полезны, потому что по ним можно проверять, застыла ли смола, чтобы не тыкать сами изделия. Дальше нужно проверить форму на наличие пузырей. Бывает, они остаются на дне и оттуда сами не выходят никогда, какой бы жидкой смола ни была. Поэтому я подцепляю их своей силиконовой кисточкой и удаляю. У меня есть 3 светлых и 2 темных втирки. Я их использовала в видео про пень и в летней коллекции. В комментариях тогда мне посоветовали их наносить спонжами для теней, поэтому я купила вот такие одноразовые спонжи. Не совсем экологичный подход, но этот поролон очень недолговечный. По моим представлениям, втирку нужно было просто нанести на этот прозрачный слой смолы. Но она не наносится равномерно. Я стала пробовать следующие цвета и поняла, что порошок надо просто наносить легкими движениями, а не пытаться его втирать, как говорит его название. Вроде получилось. Вновь замешиваю смолу, уже без всякой бани, потому что буду ее окрашивать в черный, и пузырей никаких не будет видно. Заливаю не очень толстым слоем и жду высыхания. Но просто так сидеть и ждать застывания я не могла. Я очень озадачилась этой темой с втирками и подумала: втирки для маникюра. А в маникюре сейчас используют лаки, которые сушат в лампе.
А еще УФ-смолу сушат в лампе, и в комментариях под видео про УФ-смолу мои зрители очень часто сравнивали ее с этими лаками. А еще эта УФ-смола оставляет сразу после сушки в лампе липкий слой. Но в тех видео из Инстаграма авторы используют всегда довольно большие силиконовые формы. И, во-первых, их сложно запихнуть в лампу, во-вторых, они непрозрачные, и в-третьих, смолы на них нужно довольно много, а УФ-смола дороже, чем двухкомпонентная. Ага, как тогда они нормально наносят втирки? И есть вариант, что они это делают до полного застывания первого прозрачного слоя смолы. Надо будет попробовать в будущем. А пока я решила вернуться к варианту с УФ-смолой. Я вынула одну неокрашенную заготовку и покрыла ее смолой. Что мне, кстати, в ней не очень нравится, в УФ-смоле, так это пузыри. Они не выйдут сами ни за что, и их надо все вынимать самой. Сушу в лампе, и после того, как достала, сразу же наношу втирку, и как же она шикарно ложится. Вы только посмотрите, прям идеально. И после я аккуратно покрываю это все смолой и оставляю сушиться. Думаете, я на этом остановилась? И я подумала, а что если залить заготовку УФ-смолой, не вынимая ее из формы, чтобы потом залить третий цветной слой смолы, не беспокоясь за то, что у меня что-то там может растечься, вытечь и так далее. Будучи уверенной, что это хорошая идея и что в будущем я буду так делать всегда, я отрезала прямо с середины один трискелион. Залила его УФ-смолой, расправила ее и засушила. Вот только когда я наносила втирку, я заметила одну вещь, о которой благополучно забыла. При застывании в лампе УФ-смола чуть уменьшается в размере, и между заготовкой и формой образуется небольшое пространство. И помните, что у меня было с первой пуговкой? Так что, дабы не потерять эту заготовку, я вынула ее из формы и залила черной смолой, как и предыдущую. Минус такой заливки второго слоя еще в том, что из-за усадки УФ-смолы поверхность получается неровная, и смола вся стекает к центру, оставляя пустыми края. Получается, я зря разрезала форму. Прям посередине. Перфекционист внутри меня. Все. Ладно, дождусь высыхания, чтобы наконец посмотреть результат. А результат довольно классный. Все-таки там, где я просто наносила втирку, видны разводы. А может быть, те, кто делают все вот эти вот штуки, специально оставляют их матовыми, чтобы не было видно этих разводов? В будущем еще очень хочу попробовать голографическую втирку, у меня просто пока нету, а она дает прям радужный эффект. И хочу попробовать заливать эти штуки финальным слоем разных цветов, потому что от этого тоже зависит результат. Цвет результата может быть разный. Ну, вы поняли. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.